Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. В этом видео вы узнаете 10 интересных фактов о русских людях. Интересно, как хорошо вы знаете русских? Да, вы изучаете русский язык. Да, вполне может быть, вы уже приезжали в Россию, а может быть, вы живете в России. Вообще, как хорошо вы знаете русских людей. И давайте сегодня это проверим. Я назову вам 10 фактов, но только 7 фактов будут правдивыми. 3 факта будут неправдой. Я вам нагло буду врать. Ваша задача узнать, какие факты правда, а какие факты ложь, неправда. Давайте начнем. Проверим, как хорошо вы знаете русских. Итак, факт 1. Русские люди любят халяву. А вы знаете, что такое халява? Это когда вы что-то хотите получить бесплатно. То есть вам не нужно работать, не нужно что-то для этого делать, просто что-то вау, и у вас уже есть. Бесплатно, без труда. Русские любят получать что-то на халяву. Русские любят халяву. Факт номер 2. Говорят, что русские ленивые люди. Но я, например, с этим не согласна. Почему? Так как я уверена, что жить в России непросто. Нужно постоянно что-то делать. И неважно, живете вы в столице, живете вы в крупном городе или живете вы в деревне. Вам нужно что-то делать. Ходить на работу в офис, работать на земле и так далее. Поэтому я думаю, что русские не ленивые люди, а очень даже трудолюбивые. Но факт, что русские люди любят жаловаться на свою работу, любят говорить, как трудно, как мы устали, как нам не нравится и так далее. Как вы думаете, это правда? Факт номер 3. Русские – лучшие повара в мире. Вы уже знакомы с русской кухней? Знаете русские супы, русские салаты? Вообще знакомы с русскими блюдами? Так вот, по статистике, в мире русская кухня считается самой полезной, самой вкусной. А русские люди, которые умеют хорошо готовить блины, борщ, щи, манты, пельмени, вареники и прочее, настоящие мастера. То есть они готовят лучше всех русскую кухню и кухню других стран. И, кстати, интересный момент. Дома обычно готовит мама, бабушка, а в ресторанах почему-то чаще всего работают мужчины. И кажется, это не только в России, правда? Факт 4. Русские люди очень суеверные. То есть верят в какие-то приметы, которые идут из поколения в поколение. И даже если русские говорят: «Нет, я не суеверный», не всегда так. Хоть одну примету он точно знает и точно делает. Например, перед путешествием сидит на дорожку или не выбрасывает мусор вечером, чтобы не потерять свои деньги. А может быть, он не переходит дорогу, когда видит черную кошку. Или дома у них есть денежное дерево, куда они вставляют монетку. Факт номер 5. Русские на генетическом уровне склонны быть толстыми, потому что русские большие сладкоежки. То есть любят есть разные десерты, шоколад, пирожные, конфеты, в общем, все-все-все сладости. Возможно, поэтому в России так популярны фитнес-центры, спортивные и тренажерные залы. Ведь надо что-то делать после того, как наелись шоколада. Нужно приходить в форму. Следующее. Самые известные стереотипы о людях, которые живут в России и вообще о стране Россия – это медведи и
водка. Давайте поговорим о медведях. Так вот, медведя как символа России выбрали при Петре Первом. Петр Первый очень хотел быть ближе к Европе. Ему нравилась европейская культура. Он ездил по Европе, учился разным ремеслам. Он хотел поменять жизнь русских на европейский лад. В многих европейских стран был какой-то символ. И Петр Первый решил, что и у России должен быть символ. Поэтому он попросил народ помочь ему выбрать символ России. И народ решил, а почему бы не медведи? Ведь медведи уже в 17 и 18 веке были домашними животными у некоторых богатых русских. Следующий факт. Факт 7. Русские люди любят критиковать свою страну. Но если это делает иностранец, то это их оскорбляет, обижает. Почти все разговоры русских заканчиваются политикой. И не просто восхвалением политики, а именно спорами о проблемах в политике. И каждый русский знает, как нужно управлять Россией. Следующий факт. А вы знали, что русские никогда не отдают своих бабушек и дедушек в дома престарелых? И нормально относятся к тому, что дети живут дома и после 18 лет, то есть после совершеннолетия. То есть в одном доме, в одной квартире могут жить несколько поколений, 3-4 поколения. И это нормально и, кстати, очень часто бывает. А мы приближаемся уже к концу. Факт номер 9. Русские очень дружелюбные люди, но не сразу, а где-то через 10 минут разговора с вами. А если вы знакомы с русским уже неделю, то ждите, через неделю он пригласит вас к себе домой, познакомит с семьей, вы будете путешествовать в деревню, на дачу к русским родственникам. Факт номер 10. Русские невероятно эмоциональные люди. Мне иногда кажется, что по эмоциональности русские просто круче всех. Русские могут затмить все нации. При этом я хорошо уверена, что вы знакомы со стереотипом, что русские никогда не улыбаются. Ходят всегда такие мрачные, что страшно даже смотреть на них. Но если русский веселится, то максимально громко. Если русский плачет, то плачет навзрыд. Это всего 10 фактов о русских. Если вы знаете больше о характере русских людей, то в комментариях напишите, что вас удивляет в характере и традициях русских людей. А я буду ждать от вас комментариев, какие факты, которые я назвала, правда, а какие неправда. Напомню, что всего 10 фактов, 7 фактов правда и 3 факта неправда. Какие? Жду ваших ответов. И также я буду очень рада, если вы поделитесь этим видео с вашими друзьями. Интересно узнать мнение большего количества людей о русских. Подписывайтесь на канал Russian Language Club на YouTube. Также давайте общаться в социальных сетях Instagram, Telegram, Facebook. И вы можете поддержать меня и проект Russian Language Club на странице Patreon. А сегодня все. Совсем скоро появится видео, где я расскажу, что же было правдой, а что нет. Сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.